Всем привет, с вами Андрей. Решил сделать небольшое видео для вас. Может быть, кому-то понадобится, кто едет путешествовать в Хорватию летом. И сейчас удобно в интернете покупать электронные винетки. Раньше было немножко сложно. Еще лет 5 назад я заказывал бумажные, ждал по почте, пока они придут. Потом наклеивал на лобовое стекло. После отпуска надо было идти наклейки сдирать, клей очищать. То есть немножко было муторно. Сейчас все легко и просто. Заходите на сайт, заказывайте и пользуйтесь. Давайте я вам расскажу, как можно купить цифровые винетки для путешествий. Кто не хочет заморачиваться, покупать на месте, на заправках. Кстати, ребята, здесь можно на заправке купить винетки. Можно купить электронный вид или, как обычно раньше я покупал, это наклеивать на лобовое стекло. Есть несколько вариантов, но самый простой вариант – это онлайн заказ. Я вам сейчас расскажу, как можно быстро и удобно заказать. Есть один вариант – это заказать онлайн через сайт, вот как я вам показываю, называется Asfinag, если я правильно прочитал, если нет, извините. Так вот, выбирайте язык английский, немецкий, русский или еще другие языки есть. Заходите на этот сайт, и здесь вы видите цифровая винетка. Можно купить, оплата производится картой, PayPal, Amazon, много вариантов есть. Здесь можно сделать планировщик вашего путешествия, нажать, откуда вы едете и куда вы едете. И планировщик сам посчитает, что вам надо купить. Это очень удобная функция. Кстати, недавно сделали, что можно теперь покупать на один день. Это если вы едете транзитом. Раньше я, когда ездил, всегда брал от 10 дней. Так что заходите и заказывайте все в онлайн режиме. Очень удобно и просто. Еще вам хочу дать совет. Можно купить проезд онлайн. Есть два места в Австрии, где надо оплатить проезд на месте. Но это можно сделать на той же странице, где я вам рассказывал чуть ранее. Это туннель и платная дорога в Австрии, платная автомагистраль. Если вы купили все это онлайн, то берете левую полосу, где написано Digital Maut, подъезжаете, шлагбаум открывается автоматически, так как ваши все данные уже есть в системе, и вы не тратите свое время, потому что с правой стороны есть касса, вы можете оплатить на месте. Но бывает так, что большое количество машин образует пробку, потому что люди покупают на месте. Это все стоит время. На этот раз мне повезло, людей было мало. Почему мало, я расскажу чуть позже. Практически я здесь не останавливался. Проезжал, вот как я сейчас еду. Я каждый раз беру всегда в интернете и не останавливаюсь в этих местах. Очень удобно. Так что рекомендую заранее купить все вот эти налоги и проезды. Очень удобно, ребята. Насчет Словении. В Словении также нужны винетки, это налог на дорогу. Я покупал в интернете, заходил через Google, набирал просто купить электронные винетки. Оплата производится онлайн, там я платил через PayPal, все быстро, и потом получил подтверждение. Также это все делается быстро и буквально за несколько минут вы можете приобрести на, по-моему, неделю, месяц или год. То есть я взял на 2 недели, потому что я еду в Хорватию, там отдыхаю, и у меня получается больше 10 дней. То есть надо брать 2 недели. Но опять же, 2 недели это дешевле, чем месяц. Можно взять 2 раза по неделе. Только выбирать правильные даты. То есть там без проблем. По Хорватии. В Хорватии не надо покупать электронные винетки. Там есть платные дороги и бесплатные дороги. Так вот, когда я подъезжал уже к границе Словения-Хорватия, я всегда делаю так, чтобы границу пересечь не через большую автомагистраль, где едут все туристы, потому что там сужение дороги, бывают проверки, бывает нет. И чтобы не попасть в пробку, я съезжаю на местную дорогу,
по местной дороге я пересекаю границу, это всегда проще, потому что там ездят только местные, там мало туристов. И вот в этот раз я проехал без досмотра, один, почти в одиночестве. И когда я попал уже в Хорватию, у меня было два варианта. Поехать по платной автомагистрали или попробовать все-таки бесплатную дорогу. До этого я всегда пользовался платной дорогой. И я решил попробовать бесплатную дорогу, рискнуть. И не пожалел. Дорога добротная, асфальт, машин мало. Единственный минус – скорость. Потому что по автомагистрали все-таки можно ехать 130, а по местной дороге там 90 максимум. И вот такие советы я решил вам предоставить, вдруг они вам помогут, потому что я сам помню, когда я ехал первый раз в Хорватию, я многого чего не знал. И приходилось читать и искать в интернете видео, где также люди рассказывали, делились советами и помогали. Это очень важно. И еще один совет хотел бы вам дать. У меня есть навигатор в машине встроенный, там том-том, но проблема в том, что он не показывает пробки. Я всегда пользуюсь дополнительным навигатором. Когда еду, я включаю Google. На Google Maps, то есть на картах Google, показывают пробки и аварии. И нам этот навигатор сэкономил вот именно в данном случае около 5 часов. Это все случилось рядом с границей Австрии. Если я не ошибаюсь, буквально километров 5 до границы. Озеро называется Химзee, если я правильно помню название. Если нет, извините. Дорога длинная, названий много. Так вот, когда я ехал, у меня навигатор на машине стоит, который показывает прямо по автомагистрали, а мой навигатор в телефоне показывает, что впереди плюс 40 минут. Запомните, если навигатор вам показывает, что задержка по времени плюс 10, от плюс 10, знаете, это 90% случилась авария. И я решил на первом съезде съехать с автомагистрали, потому что уже стали машины скапливаться. И я съехал. И решил как раз, где мне показывал навигатор, там один съезд плюс 40 минут, это место проехать по обычной местной дороге. И так мы и сделали. Мы объехали и заехали на следующем заезде на автомагистраль. И прямо на заезде была авария. И я как раз увидел, фура легла на бок, как раз где мы ехали. Приехали полицейские, там столько машин, видно, какой-то груз был опасный, потому что многие машины были. Я как понял, это если какое-то чрезвычайное происшествие. То есть там службы были непростые, не пожарные, не медики, а еще дополнительные службы. Ну тут уже и спец. Едут машины, которые связаны с катастрофой. Я уже увидел на эмблему на этих машинах, посмотрел в интернете спецслужбы, которые по катастрофам, видно, там может быть какой-то опасный груз был, потому что это, не все так просто. И эта пробка растянулась на десятки километров. То есть, ребята, мой вам совет, как можно больше пользуйтесь вот такими службами, чтобы они вам помогли при путешествии. Такие советы я решил вам записать, такое коротенькое видео сделать для вас. Так что смотрите, подписывайтесь. С вами был Андрей. Всем пока.